День добрый, это Бессознательный плот, и сегодня я буду пояснять за некий так называемый клон руины, вокруг которого появилось весьма много мемов и шуток в последние 2 недели назад. Видео будет разделено на презентацию, краткую историю в Прожмунпабе, а после на ответку. Из вводных у нас была презентация для инвесторов с очень странными тейками, которые не воспримет всерьез ни один человек, знающий игру. Лям рублей от государственного развития проекта за идентичную копирку практически всего, даже визуала, даже положений персонажей из руины по какой-то причине, а комментарии автора погоды вообще не делали. Сама презентация на экране длится всего 4 минуты, но зато какие! Struggle for Salvation. Игра о иммунных клетках. И основной упор делается на сюжет и тактику. И самое важное, у нас сделан 5-й TRL, то есть проведено огромное число тестирований и более 80% уже готово от демо-версии. TRL — это система оценки готовности чего-либо. В данном случае едва рабочий продукт, подтверждающий концепт. Готовый продукт — это 9-й TRL, например. А анимации подозрительно напоминают стандартных Донью и Фауст в Лимбусе. И наши главные конкуренты на этом новом рынке — это типичное восприятие видеоигр в мышлении игрока. А наша уникальность среди всех конкурентов — это модель монетизации. В смысле в руине всего 70% эмоций? Там их 100%! Иначе ведь не поиграть! Проданы копии подразумеваются, видимо, прогнозируемые продажи. Darkest Dungeon подорожал, но регулярно имеет скидки до 85%, да и руины часто с 50%. Мы полностью проработали разработку, выделив 3 этапа. Но это только начало. Дальше масштабирование на мобильный рынок и выпуск следующего проекта. Сколько? Да вы шутите! Почти 2К за весь контент! Это буквально дороже, чем все DLC на Айзека вместе взятые. А мы Эдмунда назовем жадным мудаком. Я недавно Тоби Фокса засрал за его ценовую политику с половиной игры за 1,2К. Тут изначально новичковый проект получает full контент сугубо после траты в 1,5 раза выше. Да я лучше куплю половину мерча Катрам за эту цену или 1,5 сезонных пропусков в Лимбусе. Вы чё, какие 800 рублей за базовую игру и 260 за 2 DLC? И 550 за третье! Да, я считаю эту цену абсурдно высокой как для первой игры, так и в целом для индюшатина от ру-сегмента, кое она и остается. Даже если найдет издателя либо спонсора. Не де юре, но де факто. У нас слишком много примеров последних игр с более адекватной ценовой политикой, да даже сравнивая с русским ААА сегментом. Так что у меня огромные вопросы к чуваку в этом плане. Можно было продавать, например, саму игру дешевле, но какой-нибудь набор спонсора чуть-чуть подороже, в котором будут, не знаю, например, журнал с концептами тот же самый, или просто осты. Как это делают, ну, много кто так-то. Это нормальная и даже, возможно, низкая цена для зарубежного, евро и американского сегментов. Но в нашем так называемом замкаде, а именно Екатеринбург, это прям абсурдно много. Особенно учитывая, какой теоретический бюджет закладывается. Естественно, я учитываю факт того, что в презентации не было ни слова о скидках после раннего доступа и проведенные мной примеры все со скидками. Но тем не менее, вот так сходу оно выглядит невероятно дорого для такого проекта. Да, я учитываю, что руина стоила от 800 до 950 рублей, но меня бы жаба искренне задушила за все DLC и саму игру отдавать 1800 рублей. Ваше мнение о ценообразовании жду в комментариях. А на этом у меня все. Давайте уже обсудим детали. Далее идет вопрос-ответ. Соответственно, вопрос, на каком этапе вы сейчас находитесь, возможно, я пропустила. И второе, к разработке игры вы привлекали ли вы каких-то профильных специалистов, медиков и так далее, потому что не услышала об этом информации. Спасибо. Да, спасибо. Во-первых, у нас сделано 80% от демо-версии. То есть через 2 месяца мы уже публикуемся на онлайн-магазинах. И у нас есть команда из 10 человек по разработке, полностью укомплектованная, и команда преподавателей из УГМУ по вопросам медицины, которыми мы консультируемся. УГМУ — это Уральский государственный медицинский университет. Кто ваша целевая аудитория и какова ваша стратегия продвижения? Спасибо. У нас 3 основных сегмента целевой аудитории. Это 14-35 лет, это вот альфа, зумеры и поздние миллениалы. С 14. А они будут читать гимники? Расскажи, пожалуйста, как вы планируете коммерциализировать продукт, через какие маркетинговые каналы и, собственно, в чем заключается как бы сама медицинская ценность продукта. Вот из той демки, которую мы увидели в видео, показалось, что это как будто Mortal Kombat, но в более анимированном виде. К мужику у меня вопросов больше всего. Он будто бы вообще ни разу не касался ничего связанного с ПК и играми. Кринги. По медицине это метафорически. В чем наша эволюция научпопа? То, что мы через метафоры передаем, вот как раз и учим людей.
они сами этого не понимают и узнают новые знания. Метафоры не помогут, пока человек сам не захочет разобраться в том, что происходит. У нас в примере есть целый прожмун, который имеет в себе идеи иудаизма и древа Сефирот целиком. Но хрен кто поймет, к чему отсылка и что за историю повторяет Айн, если ему не скажут прямо. Даже тот факт, что менеджеры отделов зовутся Сефиром, не помогает. Как вы видите монетизацию, да? Вот сейчас можно сравнить, ну не знаю, тренды Роблокса, да? Там внутри встроена экономика, докупаются определенные вещи, там же есть аналоги маркетплейсов и так далее. Как вы видите продажу? То есть чисто продаете игру или у вас есть какие-то еще разработки по масштабу, юнит-экономика, вот чуть поподробнее. Да. Спасибо. Мы продаем копии игры и потом дополнительный платный контент. Будет серия платных контентов. Почему именно так? Это чтобы увеличивать костяк аудитории. Другими моделями монетизации, скажем так, уже нужно больше ресурсов. И для первого проекта мы именно так и делаем. Уже последующие проекты мы второй точно так же, а вот третий уже можно обсуждать. План развития прожмунов зачитать на презентации — это весьма забавно, должен сказать. В остальном, эти инвесторы просто таз. Идем дальше. Ответы на вопросы. Да, разработка игры длится уже 4 года. Начинали разработку небольшой группы студентов 5 человек. Сейчас собрана команда уже из 10 человек. Всю разработку мы совмещали и прямо сейчас совмещаем с учебой и другой работой. Материалы в интернете частично устарели по сравнению с реальным раскладом разработки. У нас полностью прописан план игры. Всего будет 42 уровня. В демо-версии будет 0 и 1 главы. В сумме будет 8 уровней. Тут я не могу их винить. Почти. Чел выпустился из вуза полгода назад. Материалы устарели, да, поэтому вас истебали с Геброй на одном из персонажей. 8 стейджей в демо звучит как слухи и миф из руины, но чуть больше. Для сравнения, в планируемой игре 42 левела. В Урине 40,5 приемов гостей, многие из которых содержат несколько этапов. Ну, плюс дополнительные в числе фарма. Думайте, Project Moon, подписаться. На текущий момент грант до сих пор не израсходован, так как тратить на одноразовую выплату нецелесообразно. Грант будет тратиться на рекламу и небольшую премию команде за огромный труд в 4 года. Финансирование. Вот тут у людей было больше всего вопросов, потому что лям гранта они получили за едва рабочий ассет флип руины. Не за свою идею, вдохновленную ею, а за чистой воды украденную игру. Плюсом, я забыл это упомянуть, они планировали где-то 10 миллионов в качестве финансирования. Из плюсов, они еще не потратили эти деньги, как минимум полностью. Из минусов, интерфейс вы увидите далее. Нанять дизайнера очень надо, потому что выглядит он прям плохо. Я считаю, что текущее качество игры недостойно вас, поэтому лично мне очень неловко просить деньги сейчас на развитие проекта. Мы планируем открыть краудфандинг после выпуска достойной демо-версии игры. Не, ну с краудфандингом я согласен. Пока не будет нормального трейлера и может быть еще и демки, просить деньги будет верхом наглости. Я и многие из нас являются фанатами Project Moon. Мы не скрываем, что многое берем от них, ведь Moon реально гений. Мы ни в коем случае не заявляем, что являемся убийцей мунов и тому подобное. Игры мунов для нашей игры являются отцом, которые и дали жизнь нашему проекту. Ну хотя бы не убийцы мунов, и на том спасибо. Мы полностью переработали систему кубиков действий и систему карт навыков. Добавили свои кубики действий, убрали механику типов урона, изменили механику оглушения, убрали какой-либо фарм и много других небольших изменений. Далее, судить очень рано, но судя по всему, DICE тут больше взято с механики скалов Лимбуса, чем руины. Хвала богам, хотя бы основных персонажей уже перерисовали, что теперь на наших старых знакомых отсылают лишь цветовые схемы. Вот эта дама, я готов поспорить, если игра станет популярной, станет главным ее маскотом в интернете, если вы понимаете, о чем я. Интерфейс мы перерабатывали десятки раз, если не сотни. Пришли к текущей версии. Основные особенности — пустота и абстракция с элементами иврита, как отсылки на Ветхий Завет. А вот интерфейс. Очень плохо. Без банальнейших разграничений каждого пункта читать просто неприятно и неудобно. Твоя схема банально скучная, практически двуцветная, мануал чуть ли не из Геншина Зельды взять. И лично мне он адски не нравится. Плюс буквы из еврейского алфавита, они зачем? Вы не прожмун делаете 2. Как вы сами сказали, это медицина. Раз это медицина, вы можете просто отсылаться к латыни. Какие-нибудь элементы на латыни. Какие-нибудь слова просто по приколу. Кто не будет в это абсолютно вглядываться, кроме людей, которых уже интересовал концепт. Специально для них можно, например, в этих надписях оставить какие-нибудь отсылки на лор или типа того. В битве интерфейс похож на Лимбус, и это к лучшему, ей-богу, настолько читабельнее руиновского, и все, что нужно, это стилизовать под сеттинг игры. Далее, 2 остальных вдохновления. Тут мне особо нечего сказать, но внести в руину двойные ходы при достижении определенной скорости я считаю весьма хорошей задумкой. И главное, порядка самих персонажей, когда у них идентичная скорость. В том же Лимбусе это ни хрена непонятно. Механика заболеваний в ТЕ. Хрен вы их отбалансите нормально, ей-богу. Но удачи, концепты любопытные.
Мы придумали уникальную механику заболеваний. В процессе битвы против вирусов, бактерий и так далее будут развиваться болезни, которые эти патогены вызывают. Болезни основаны полностью на реальных с теми же симптомами и вероятностью возникновения этих симптомов. Да, симптомы могут складываться в разных комбинациях в одной и той же битве. Эти самые симптомы могут полностью менять правила игры. Например, защитные кубики теперь атакуют, а не защищают. Или поле боя начинает гореть. Нужно срочно реагировать. Но мы же все знаем, что у каждой болезни несколько симптомов, и только представьте, сколько игровых ситуаций открывается в каждой битве. Мы добавили систему КТЕ прямо в битве. Вам нужно все время быть в концентрации, быть готовым ко всему. Например, в трахее будет огромный поток ветра, дыхание человека, поэтому будьте готовы, чтобы ваших клеток не снесло с поля боя. У нас полностью уникальный и детально прописанный сюжет и сеттинг клеток. Нет, он ни капельки не похож на аниме Cells at Work. Мы объединили антиутопию, темную сторону религии и мир клеток. Темная сторона религии. За интерфейс лорной вкладки мне хочется убивать, даже больше, чем раньше. Про соцсети. Поскольку у нас нет опыта, то раньше на один пост уходил целый день, при том, что было задействовано 2 человека. Я и сценарист. Мы старались кратко рассказать о многом и при этом дать крючки на будущие события в игре. Признаю, со всей этой нагрузкой мы не справились, и, как видно, временно перестали вести соцсети. Я обратился с просьбой о помощи с SMM, и один замечательный человек откликнулся. Мы все ему очень признательны. Надеемся, что все пойдет хорошо, и в скором времени мы возобновим регулярные публикации и улучшим их качество. Мне искренне интересно, что вы там такое пытаетесь вести, потому что посты максимально пустые и не выглядят как нечто, на что вы затратили тонну времени. Посмотрим, будут ли обновления в группе. Критика. Мы ее очень рады. Хорошо, что мы получили ее сейчас, а не когда у нас все было бы готово. У нас есть время исправиться. Если огромное число людей говорят, что мы плагиат, значит, у нас есть ошибки, которые нужно решить. Мы уже внесли корректировки в разработку и будем держать вас в курсе изменений. Еще очень классно, что мы наконец получили пинок и вернулись к соцсетям. Мне нравится, что чуваки не стали прям максимально здесь отнекиваться и просто приняли все к сведению, продолжая работать. Это лучший способ принять критику к сведению, даже учитывая, что чуваков просто замемили в основе своей. Подведем итоги. На удивление, ответы действительно все прояснили и весьма успокоили комьюнити в большинстве своем. Плюс, игра заинтересовала пару человек на Reddit, что забавно. Основная причина негатива все еще остается недостатком информации, а хоть какой-то игровой трейлер обещали через месяц где-то. Посмотрим. Я буду держать вас в курсе новостей, так что ради этого тоже можете подписаться. А на этом до скорого. Но тут он прав, тут я вообще не буду спорить, он абсолютно прав. Достойные демоверсии, господи, боже мой. Я вспоминаю краудфандинг на LabCorp, вот буквально. И какой я момент поставил на паузу, когда начал искать краудфандинг?